Чем занимаешься? Записываю свой первый подкаст. Как у тебя дела? Как настроение? Да, тоже хорошо. Надо что-то с голосом сделать, а то мы там будем скрипеть, Мы и так кряхтеть, будем. да. Мы, Как в жизни. мы и так будем. Ну да, мы же не профессионалы, так скажем. Ну да. А Ну, что мы довольно сюда прикольно. пришли? Ну, просто поболтать на самом деле. По приколу. Да, просто по приколу. Ну, вообще да. Поэтому у меня особо ожиданий высоких нет. В конечном итоге, если оно сильно не понравится, можно же оставить это как домашнее порно. Типа, никому не показывать. Да, я тоже уже об этом подумала, что просто если не понравится, я как со своими видео танцев, я такая, ну я просто не буду это выкладывать и все. Ну, типа того, Никто не да. узнает об этом позоре. Ну да, ну вот я жалею, что у меня не остались. Когда я маленький был, мы с Русланом, моим товарищем, пели песню о матери «Черно-белые дни». И я очень жалею, что у меня не осталось Я этого. тоже жалею, знаешь. Я бы посмотрела на это. Мне кажется, это было классно. Ну и вообще, каждый раз, когда там на днюхе что-нибудь я поздравляю, и мы всегда это вспоминаем. Кайф вообще. Это твой последний, там вот это все. Да, прямо сейчас записываем кавер Ну да, но это сквозь надо года. немножко еще разработать голос. Распеться. Да. Вот это все сделать. Давай, мы будем представляться. Ну, Типа, я, кстати... мама, привет! Не, ну так можно, да. Но видишь, я не могу в этом. Типа, привет, мои подписчики. Да, ну, привет, мои подписчики. Мы записываем сегодня подкаст. Ты в камеру смотришь? Да, ну, надеюсь. Ну, у нас еще общее есть. Вот. С Юлианой. Почему? Потому что мы в целом любим болтать. У нас есть лишние деньги, Да. Ну, и нас никто не остановил. Поэтому мы это делаем. ну, типа того, да. Ну да. Ну, я не знаю, я вообще думал удалить часть про представление о нас из нашего расписания. Регалий никаких нет Ну да, особо. потому что не особо какая-то выдающаяся биография пока что. Поэтому что про это? Ну, я работаю. Я и Ванька. У меня есть блог на 55 человек. И я делаю несколько маленьких инди-проектов. И я просто разработчик, который любит поболтать. И в целом я уже давно, на самом деле, провожу какие-то вебинары, так скажем, ну, без записи, без стримов, но сам процесс обсуждения чего-то с кем-то мне очень нравится, поэтому, возможно, этот великолепный подкаст — это будет первый шажок в сторону чего-то побольше. Либо это будет последний гвоздь в крышку этого гроба, что тоже неплохо. Да. Добавить нечего. Не, ну вообще надо, наверное, про тему сказать, что мы тут собрались обсуждать. Или мы не будем ограничивать себя? Не, у нас есть центральная тема сегодня. Это отличие миграции от номадства в связи с некоторыми произошедшими и происходящими событиями. Захотелось вот как-то стать номадом или эмигрировать. Даже не знаю, Захотелось что, ли? да, даже не знаю, что произошло. Э, Собственно, вот мы как-то с Юлей на кухне это обсуждали, и как раз тогда и родилась тема центральная для подкаста, потому что уже есть наработанный опыт и какие-то шишки по этому поводу. Поэтому в целом, возможно, кому-то даже что-то будет интересно. Но вряд ли 2 часа. Но если нарезать из этого по 5 минут, то может быть. Ну, мы с тобой на кухне это обсуждали часа 4, мне кажется. Ну да. Так что, Но мы повторялись. да. Надо, наверное, что-то про себя сказать. Да. А я не знаю, что сказать. Ну, ты что-нибудь спроси у меня. Кто ты? Кто я? Ну, меня зовут Юлианна. Мама, привет. Я в телевизоре. Я тренер по танцам, менеджер студии танцев и мобайл-видеографер. И это все случилось со мной в эмиграции. Ну, во-первых, я жена айтишника, это моя основная профессия. Все остальное уже
приобретенное в эмиграции. Да, подписчики, кстати, маленький нюанс. Юлиана не моя жена, если что. Я свободен, девчонки. Да, то у нас как-то, ну, пока про это мы не сказали, Ну да. непонятно. Ну давай, про номадство. А, Как ты докатился до такой жизни? ну, ну, предпосылки я уже в начале представления рассказал. Но вообще вот в 2022 году весной в Турции я словил какой-то такой вайб. У нас как раз очень многие ремоут-чуваки разъезжались по всему миру. И было очень весело с ними общаться. У нас образовался какой-то стартап-хаб там. Мы каждый день ходили куда-то, тусили, смотрели что-то, гуляли, обсуждали кучу идей. И это было очень много людей, которые все решили поменять свое место жительства, так сказать. И Внезапно. действительно, да, и действительно это сделали. Это еще произошло весной. Потом осенью, как многие знают, был новый еще, да, наплыв желающих поменять свою жизнь. Но вот весенние, как там в меме, весенние на осенних смотрят вот так вот, с неодобрением. Свысока. Да. И как-то это было настолько интересно, потому что я довольно-таки, ну, мы этого еще коснемся чуть попозже, соскуфился, хотя по мне не скажешь, что я как-то раскуфился, но в целом просто жизнь была уже довольно предсказуемая, были какие-то стабильные интересы в виде питья пива на диване регулярного и там копления денег на С ипотечку. единомышленниками. Да. Копление денег на ипотеку, и мысли были в стиле, ну вот, все, сейчас покупаю квартиру и живу в ней, обустраиваюсь, вот это И да. пью пиво в ней. И пью пиво в ней, да. Как будто это какая-то большая разница. Но из-за того, что жизнь поменялась довольно радикально, во-первых, пить пиво можно оказалось не только на диване, но и на веранде еще. И не только одному, но и с разными другими людьми, что гораздо более прикольно. И, соответственно, ну, как-то просто поменялся, ну, не знаю, настрой на жизнь, что ли. Снова стало интересно жить, снова стало интересно смотреть, что происходит, смотреть, как живут другие люди прежде всего. И, ну, возникли желания еще попробовать другие места. Там как раз-таки, ну, следующий виток номадства произошел, собственно, осенью, когда мобилизация вот произошла, и тоже многие люди неожиданно открыли все путешественников, те, которые весной еще не открыли. Пу-пу-пу. Да, Захотелось что-то в да. Казахстан съездить. Туризм, цели путешествия, туризм. Да, я помню, у нас был забавный созвон, там все из разных мест как раз-таки созвонить одновременно, это было очень забавно. И там тоже обсуждали планы на жизнь, так сказать, кто куда. И ребята, мои друзья, вот Игорь и Луиза, предложили съездить в Юго-Восточную Азию позимовать, а я по какой-то причине никогда туда на зимовку не ездил. И вообще в Тай ездил только очень давно. И вот мы съездили, и это настолько прямо понравилось, что можно просто посмотреть кучу стран, везде просто покайфовать, пожить. И везде можно обустроить себе какой-то продуктивный environment, что, ну, типа, как-то захотелось вот жить так дальше немножко. И пусть я все равно, ну, все равно любой человек, особенно в моем преклонном возрасте, он устает от частых перемещений, но, с другой стороны, я по ним уже соскучился опять. И это, видимо, просто какая-то вот черта характера, когда ты, ну, тебе нравится, когда у тебя все время что-то меняется перед головой, перед глазами. Ну, и перед головой, соответственно. Не, ну как будто у тебя типа аппетит во время еды пришел, да? Ну, То есть типа ты того. сначала поехал, а потом такой, можно же еще куда-то поехать. Мгм. То есть до этого ты сидел, пил пиво и такой, ну, у меня все ок. Да, ну да, так и есть. То есть действительно очень часто, ну вот, возможно, подкаст — это то же самое. Действительно, иногда со стороны кажется, ну что за чушь,
а потом ты оказываешься в моменте в этом А конкретном, думаешь, потом мы смотрим эту запись, такие реально да, реально чушь. чушь. Ну, с путешествиями даже, несмотря на то, что меня там настигла извечная тайская беда в виде отравления, сразу же в первый же практически день я на 10 дней вылетел там худеть. М, Остров не принял тебя. Остров принял меня. Но все равно, несмотря на это, я как-то смог, ну, полюбить это место. И вообще я уже, ну, конкретно вот Пхукет или какие-то места в Бангкоке, я когда-то возвращаюсь, у меня даже чувство дома уже какое-то есть, типа, о, я помню этого чувака там, или, о, я помню эту кафешку, здорово, там, как жизнь. Ну, это прикольно. Ну и потом, когда вот визу на перезарядку и когда жара настигла меня в 23-м году, это уже произошло, я приехал в Тбилиси. И ну, это тоже супер классный город с огромным количеством людей. Он очень красивый еще. И по нему ходишь просто и кайфуешь. Но тут, конечно, вот номадство, как там, дух номадства покидает тело Ваньки, а вот этот хинкальный дух вселяется. Ну, Согласна. у меня как-то, ну, получается, что зимой я худею, потому что, ну, я азиатскую кухню не очень люблю. Ну, плюс там тебя остров не Да, и принимает, да? плюс меня там остров регулярно не принимает. Ну и там какой-то спортивный вайб, ты что-то бегаешь, стоишь там в 6 утра, о, все, спорт. А в Грузии нет. Типа, о, винишко будешь? Ну, туда человый вайб. Да-да-да, хинкальки, может быть. И ты такой, ну, так-то звучит как выгодное предложение. Вот. М. Ну, немножко перестану про себя болтать, а то как-то Некрасиво некрасиво. получается. Да-да. Монолог какой-то. Вот. А я что-то Юля, заслушалась, как расскажи. будто ни разу не слушала эту историю, Ну, я, видишь, по-разному всегда стараюсь её рассказывать. Пока что, добавляя новые детали. да, придумываю их. Ну, у нас же память так и работает. То есть мы Да-да-да. типа заново все время придумываем. И вот, я думаю, каждый раз просто история меняется, поэтому она не надоедает. И другие тоже слушают, такие, о, Ну, да, интересно. звучит как новая история, да. В 10 лет можно одно и то же рассказывать, как у меня батя там какой-нибудь, я не знаю. Или как у нас коллега на работе, вот там 12 лет назад я занимался радиосигналами там какими-то. И мы такие, да, чувак, мы это тоже слышали. Блин, эх, молодежь, никак не удивить. Ну что ж, Юля, Что ж, расскажи, как, ну, я думаю, почему ты решила эмигрировать, в принципе, тоже похожая причина у нас вот. да, причина похожая, но, наверное, у меня какой-то немножко другой бэкграунд, типа, потому что я, в принципе, всю жизнь переезжала. У меня так сложилась жизнь, что я родилась в одной стране, потом уехала в другую страну, объездила всю эту страну, и у меня как-то, наверное, с детства так сложилось, что я, в принципе, имела представление о том, что можно куда-то уехать. Оно почти 17 лет я прожила в Сибири, и каждую зиму я такая, да ну, этого не может быть, да почему так холодно, почему? Ну, типа, можно же куда-то уехать вот на зиму, например, куда-то, да? Либо вообще переехать, где климат какой-то более теплый, и жить там. Вот. И как-то, не знаю, короче, с детства у меня было такое, блядь, забыла слово. Сейчас вспомню и заново скажу. Короче, с детства у меня была какая-то идея, что можно переехать, и у меня была в голове мысль, что вот я вырасту, там, выучусь и перееду. Ну, в принципе, так и случилось, что я сначала переехала в Москву, потом переехала в Питер, и там у меня тоже была мысль о том, что можно переехать куда-то за границу, но это когда ты подросток, ты такой, я перееду. Когда ты вырастаешь, ты такой, так, это оказывается не так просто, потому что тебе там нужно какое-то обоснование, почему ты туда переезжаешь. Ты туда едешь учиться, или ты туда едешь работать, или ты там замуж выходишь за кого-то. Короче, все не так просто. Ну, как бы, казалось бы, да. А потом я такая хоп-хоп, и все, и переехала. Вот, ну, короче, эта мысль у меня была,
И когда я встретилась с нынешним мужем, мы, в принципе, обсуждали такой вариант развития событий, что мы переедем за границу, но подразумевалось, что это будет с его работой. То есть он, как айтишник, естественно, находит где-то работу, и мы классно переезжаем куда-то. Мы об этом думали, потом наступает какой 22-й год, Мгм. и как-то все так само собой получается, что мы такие, ну, времени размышлять особо нет, пакуем вещички и уезжаем. В общем, так и получилось. Короче, это вроде был и план, и он немножечко пошел не так, как это в голове предполагалось, что там будет все супер спланировано, все ты приезжаешь, там у тебя работа, там у тебя все подготовлено, почва. Но в итоге получилось, как получилось. Вот. И в Грузию мы вообще не планировали приезжать, просто так совпало, что тут очень удобные условия для этого. Вот. Ну и в итоге как-то сложилось комьюнити, и в итоге работа нашлась, и все. И вот мы тут сидим. И вот Оба. оно и не номадство, а иммиграция произошла. Да, ну, я-то и не рассматривала, в принципе, такой вариант, как номадство. То есть номадство — это же ты как бы не привязываешь себя к какой-то стране, то есть ты такой, я еду жить там, в Грузию, допустим. Мгм. То есть ты такой, ну, я сейчас поживу тут, потом поеду туда, потом поеду... Ну, я не знаю, это тебе надо рассказать, потому что ты же у нас номад. Ну да, майндсет именно такой временщика. То есть в нем есть и плюсы, ну, что ты в целом не обрастаешь вещами, стараешься не обрастать, а, что ты все равно нацелен на какие-то коммуникации быстрее, потому что у тебя времени мало, что ты там пользуешься Тиндером более активно, я не знаю, что такое. Вот. В общем, живешь какую-то жизнь, у тебя времени мало. Но и минусы тоже есть. Опять же, у тебя появляются какие-то знакомые, которые тебе нравятся, а потом ты такой, ну, ребята, давайте, Было с вами приятно да, пообщаться. удачи. А, конечно, для более глубоких каких-то человеческих взаимоотношений надо на одном месте, ну, находиться, их развивать, там вместе куда-то ходить, что-то делать. Для этого всего, конечно, ну, иммиграция именно как тип перемещений по миру, он более подходящий. Ну и вообще с возрастом, да, вот, как ни странно, появляются такие вещи, как желание, ну, медицины, вот, да, какой-то свой лечащий, Желание медицины. да, ну, необходимость, точнее, даже не желание. Вот. Для этого нужен свой врач какой-то, которому ты доверяешь, ты к нему ходишь, там у вас есть какая-то история болезни, какой-то анамнез, там туда-сюда. Это все пока что еще, слава богу, не так актуально, но все равно уже начинает ощущаться, что это важно. Так же, как там свой тренер или свои вот друзья, которые регулярные, нормальные, а не Нормально. раз там в год, здравствуйте, как его называют, это как какой-нибудь там, как в мемах, точнее, теперь это ты тот дядя, который живет хрен знает где, Да, да. приезжает там раз в пару лет и рассказывает какие-то Привозят истории. гостинцы за границы. Да-да-да, рассказывает какие-то истории и опять пропадает хрен знает куда. Ну, так и получилось, да, так и вышло. Жиза. Вот. Так, мы что-то перескакиваем с темы на тему. Я М. там хотела пару комментариев вставить, их же забыла. Ну, видишь, мы же неопытные подкастеры. Да, ну про медицину и про тренера хотела сказать, что мне кажется, вот в пандемию как-то пошел рост всего в онлайне, любых Ну да. услуг. То есть, ну с тренерством понятно, то есть можно заниматься онлайн, появились всякие, не знаю, онлайн-программы, онлайн-курсы. Это все вообще спокойно. В принципе, с врачами то же самое, потому что у меня есть врачи, с которыми я консультируюсь онлайн, и они там дают, например, направление на анализ, ты идешь в лабораторию, сдаешь, он тебе там расшифровывает это все и делает какие-то назначения. К счастью, то есть как бы сначала пандемия это казалось что-то ужасное, но в итоге понимаешь, что во всем есть свои плюсы. Не, ну да, ну и вообще, то есть я что-то заметил, что в целом-то, конечно, человек довольно простое создание, и, ну там, я не знаю, если у тебя пожелтели белки глаз, то у тебя что-то там с печенью, условно, все понятно. И так чего не коснись, а если ты заболеваешь какой-то простудой, то, ну, тебе тоже врач не очень нужен. Но тут еще именно момент психики, наверное, самый важный, что вот именно просто
тревожность возрастает, когда у тебя все время меняются обстоятельства жизненные, то есть ты все время перемещаешься, у тебя все время разные люди. Это именно тревожно. Особенно, когда ты уже становишься вот каким-то дедом, который там посмотрел, что люди уже это в твоего возраста, в том числе, уже и умирают так-то иногда от болезней, иногда чуть помоложе, иногда чуть постарше. То есть у тебя уже есть личные примеры знакомых, которые тяжело болели, а кто-то и не выздоровел, так скажем. Поэтому, конечно, ты все равно про это про все думаешь. Плюс еще такой момент, что вот мир так устроен, что, конечно, ну, страны на самом деле только вот сейчас, ну, какое-то последнее некоторое время создают какие-то номад-удобные опции, там визы номадские, вот какие-то визы просто по бизнесу удобные. А на самом деле их не так уж и много. И, допустим, в страны типа Японии, куда очень хочется попасть, туда в долгую хрен попадешь. Ну да. Потому что просто нет таких опций. Ну и Они вообще в Азии как будто сложновато с Ну этим. да, а надолго остаться там практически вообще невозможно. То есть это прям нужно как-то дедикейтиться. Говоришь там: "Я хочу в Японии открывать бизнес", и идешь там, открываешь его, живешь, рискуешь. Ну, то есть это какое-то выдающееся достижение. Это не то же самое, что ты в родной стране, ну, там, где ты родился, что ты пошел там, что открыл бизнес. Никто тебе ничего не даст такого делать. В этом смысле, да, тоже Грузия очень дружелюбная страна в законодательном плане для русских. То есть тут без проблем открыть можно русскому и ИП, и банковский счет. Особенно, ну, если у тебя какие-то там подтверждаешь документ, что ты зарабатываешь деньги не с российских компаний. Поэтому в этом смысле это прикольно было. Сейчас страны вот меняют свои законодательства потихоньку. Вот в Испании сейчас очень у айтишников популярная история. Это ВНЖ номадская, да? Да. Но налоги там внушительные, так скажем. Но, с другой Ну да. стороны, опять же, если рассматривать жизнь как какой-то стратегический план, хотя бы более-менее, хотя нам, конечно, ну, русским россиянам разных поколений это все забавно. То есть нашим родителям они застали крах Советского Союза как раз. То есть у них тоже было какое-то видение ситуации, что вот все живем, стабильность, да, вот. Они или вот сбербанковские вот эти вклады, хороший пример. Да, да. У меня, помню, дедушка мой откладывал деньги мне на квартиру, и что-то он дофига там отложил, но это, по сути, оказался там, не знаю, ну, какой-то велосипед там, до пятилетнего ребенка спустя время. И вот мы тоже такие выросли, только начали там какие-то инвестиции, Тинькофф, туда-сюда. Нет, ребята, такого не будет. И, конечно, у нас из-за этого даже мышление немножко, ну, такое тревожное, я это так называю. То есть мы постоянно ищем подвох, и нам постоянно тяжело представить себе, что можно как-то жизнь распланировать, что, ну да, вот там через 10 лет я буду обладателем этой квартиры, там в Валенсии какой-то, это вот, и паспорт у меня будет, все будет именно так. То есть сейчас тяжело уже представить, ну, мне ситуацию, в которой я так ощущаю себя. Да, 100%, мне кажется, последние годы точно уже показали, что стабильность иллюзорна. М. Ну, честно говоря, я вот сколько себя помню, мне всегда было сложно строить такие долгосрочные планы. Я когда слышала, я помню, когда пришла на первую работу, и там люди такие: вот я там через 5 лет что-то сделал, там через 10 лет, я такая: а как? В смысле, я не знаю, что я через полгода сделаю, как вы можете на 5 лет планировать? То есть там же вообще все поменяется. И я до сих пор, вот я оглядываюсь назад, что было 5 лет назад, все было вообще по-другому. То есть, ну, и в мире, и в моей жизни, и в моей голове я вообще по-другому мыслила, вообще хотела каких-то других вещей. Сейчас все по-другому. Через 5 лет еще все будет по-другому. И мне кажется, что сейчас просто, ну, ты с этим миришься и такой: ну вот я планирую там на месяц, а дальше посмотрим. Такова жизнь. Ну да, но вот как-то видишь, м, это более тревожная все равно история с Ну моим да. пониманием, что ты постоянно все равно борешься с какими-то обстоятельствами, а не, ну там, как, я не знаю, ты какой-то более землекопный, в хорошем смысле этого слова, майндсет, когда ты такой обустраиваешься на месте, вот живешь и так далее. Короче, проводя вот небольшой финишинг между вот эмиграцией и номадизмом, можно подвести в том, что номадство, оно, конечно, какое-то
Ну, это позиция более тревожного человека, с моей точки зрения. Что, да, конечно, там много классных штук происходит с тобой, когда ты все время туда-сюда болтаешься. И вообще у тебя, ну, пристраивается сразу тоже майндсет на более какой-то нет, не оптимальный, оптимистичный, вот, да. Оптимистичный, потому что, ну, в целом ты вот перемещаешься по миру, и с тобой ничего не происходит, и ты думаешь, а что, норм так? Ну, мир не Мгм. такая уж плохая штука, оказывается. Но какие-то долгосрочные цели, мне кажется, проще достигать все равно вот нормально эмигрируя, с каким-то планом, там, имея долгосрочные визы, виды на жительство, там, ПМЖ, ВНЖ и так далее. Это более такая какая-то стратегическая штука. Ну То да, есть как но этап жизни номадство прикольно, а как, типа, стиль жизни надолго, мне кажется, это очень странная вещь. Но мне кажется, что это зависит от человека. Я уверена, что есть люди, которым наоборот вот только так и комфортно. То есть это вот ты, например, испытываешь тревогу, я бы тоже испытывала тревогу, но кому-то, скорее всего, окей. И с другой стороны, если мы рассматриваем такую типа стабильность, что ты приезжаешь и живешь, и там вот ипотеку возьму, там что-то сделаю, я не знаю, мне немножечко тоской веет. То есть я такая, блин, ну что-то как-то тоже нет. Мне кажется, какая-то как будто золотая середина нужна. Ну, то есть все равно свежие впечатления, поездки, возможно, даже вот поехать пожить еще в какую-то страну, это окей. Главное, чтобы был мир внутри тебя. Не, ну так и есть, да. Еще я заметил про номадство такой нотис, что обрастаешь когда вещами, у тебя тревожность повышается. Да. Потому что ты такой, типа, вот я взял игровой ноут в прошлом году, чтобы поиграть в Baldur's Gate 3, я не жалею даже об этом, в общем-то. Но вот я с ним Я ни о чем не жалею. Да, но я таскаюсь вот с ним год, я не знаю. И он на самом деле бесит уже. То есть это просто какой-то гроб, который очень, ну, достаточно хорошие деньги стоит, и он неудобный. То есть ты все время за него трясешься, ты все время там его достаешь, у тебя два ноута еще. То есть потому что я делаю для iOS, мне нужно, чтобы Mac был, а это игровой, он Windows ноут. И на досмотрах ты достаешь два ноута, какой-то ведьмак сраный. Типа там у него два мяча, там вот один для того, чтобы играть, один, чтобы работать. Но это чушь какая-то. То есть это уже не номадство, а знаешь, я себя всегда чувствую каким-то вот как-то, ну, на баулу, на вокзале, да, вот какие-то тетки, типа там таскают. Челноки, вот я помню, да, были в 90-е чуваки, которые возили из Китая всякие там вещи. Вот я чувствую себя именно так. А сейчас я еще вот на грузинский период своей жизни здесь монитор себе взял и думаю, так, вести его. А это уже, ну, какие-то, не знаю, чуть-чуть. Чат-барахолка просто Да, существует. да, я думаю, надо просто это все продать и решиться, и забить, и кайфовать от того, что ты легкий. Потому что иначе это чушь. Если у тебя много вещей, какие-то косметика еще, не знаю. Так, косметику не трогать. Ну да, как в меме, там, извини, Джек, места нет, да, там. Но вот я хотела еще на эту тему рассказать поучительную М. историю. То есть, да, с одной стороны, действительно, когда у тебя появляется больше вещей, повышается тревожность, ты уже такой, блин, а как я переезжать буду, это все куда вообще Мгм. девать? Но с другой стороны, я какой-то период жизни, ну мы с мужем жили в таком майндсете, что типа мы ничего не покупаем, мы вот привезли с собой там условно 2 чемодана, вот мы с ними и сидим. И я дома у себя в Питере привыкла часто на завтрак готовить вафли. У меня была вафельница для этого. И вот я приехала и такая думаю, блин, с одной стороны, вот я скучаю по вафлям, хочется вафли напечь, с другой стороны думаю, ну а куда я потом эту вафельницу дену? Ну, она, конечно, стоит, естественно, дешевле, чем твой игровой ноут, но тем не менее, я уже такая, ну Не. мы решили ничего не покупать, мы ничего не покупаем. А мы сидим, типа, ждем визу, чтобы переезжать куда-то дальше, и вот мы сидим, ждем и ждем, а ждать визу, как мы знаем, можно и полгода, и год вообще И не спокойно. И дождаться. вот мы сидим и ждем, и ждем, и ждем, и ждем, и ждем. И под конец я уже просто психую, покупаю эту сраную вафельницу и пеку вафли и радуюсь жизни. То есть тоже, мне кажется, какой-то такой, какая-то золотая середина должна быть, чтобы ты мог, например, что-то купить, что тебе делает жизнь приятнее и лучше,
но потом, да, надо будет куда-то это барахло девать. Все свое беру с собой. Да. Ну, Не, с одной стороны, действительно, мне сложно иногда, то есть мне хочется домой что-то купить такое, например, для декора, да, какие-то штучки, не знаю, вазочку там какую-то еще фигню, но я понимаю, а чё? Это потом либо оставлять, то есть либо покупать что-то не очень дорогое и ценное и оставлять, либо это куда-то потом продавать. Короче, да, вот эта тема вообще-то так тревожность немножечко вызывает. да, 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 Когда да. у тебя, ты не понимаешь, что дальше. Ну, то есть ты понимаешь, что в Грузии ты не останешься, потому что, ну, гражданство ты тут не получишь, ВНЖ получить тоже как бы такой спорный вопрос. Ну, короче, опять золотая середина какая-то нужна. Чтобы жизнь была умеренно комфортной, и чтобы ты при этом не захламлял себе квартиру. Не, ну да, конечно, если какие-то базовые вещи, там, не покупать мыло принципиально, не знаю. Это ошибка, я согласен. Но у меня есть все равно, да, эротическая фантазия, что когда-то где-то я получу long stay визу какую-то супер классную, там, я не знаю, на 5 лет. И я обязательно сниму какую-нибудь хату, где я поставлю игровой комп, Посередине, да, настоящий такой. большой игровой комп, который у меня раньше был в прошлой жизни, так скажем. Я все равно, у меня есть какие-то фантомные желания, но потом я вот задумываюсь, а ведь я уже другой чел просто. Ну, я просто я даже не играю практически. Ну, это Нахрен просто мне реально все это какая-то, надо? знаешь, вот детская мечта. Ну, Типа, вот я хочу так, мне оно уже, в принципе, нафиг не ну надо, но да. хочется. Ну да, ну это тупо, типа, вообще, не знаю, это полная чушь. Я вот очень много у меня такого, вот этот игровой ноут. Я купил его ради Балдера, я играл в Балдер, и все. И вот мы вечерами, когда играем в какую-то доту, ну, извините, можно и не играть в нее, то есть, ну, не Ну, очень это важно. ты же все равно играешь, да, там общаешься с друзьями, и это тебе добавляет удобства, кайфа, ну, чего-то, короче, Не, ну да, положительного в жизни. не, То ну есть, да, если тут, сильно конечно. себя начать вот это, я вот это не покупаю, вот то не покупаю, вот сижу дома и вообще не двигаюсь по Ну, возможности. не-не-не, конечно, какая-то должна быть, какой-то баланс должен быть, потому что, в конце концов, ну, как к жизни относиться? То есть всегда можно же говорить себе, что, ну, ты умрешь так-то, и большая сильная экономия на том, что с тобой происходит сейчас в жизни, не имеет смысла, потому что, ну, действительно, мы все смертные, и иногда внезапно, и ты такой, ну, зато я там сэкономил, не купил, и пошел, поскользнулся, помер. Там. Получается, зря все это было. Вот. Но это тревожный тоже майндсет, то есть исходя из него, лучше там пить пиво каждый день. Но это вот мы немножко подходим к теме аскуфизации, да, и вредных привычек в эмиграции, номадстве всяком. Пить пиво, да, это плохо, не пейте пиво, чуваки. Только иногда. Так вот, А вино? ну, вино тоже можно. В хорошей компании. А вот хороший тест — это когда ты вот соло дома пьешь, значит, что-то не то происходит вот 100%. с тобой. А если это не так, то есть варианты. Есть вариант. Хотя это тоже, конечно, не очень хорошо. Ну так вот. А я вообще хотела, ну, мы уже типа перешли на следующую М. тему, но я хотела задать тебе вопрос. Вот у тебя сформировался ли список каких-то вещей, которые тебе вот на новом месте, ты куда-то приезжаешь, они тебе создают какой-то комфорт, ну, что ты вот живешь, и тебе нужно вот это, вот это, вот это, и ты себя будешь чувствовать хорошо. Пиво? Не, ну, пиво-то оно везде есть. Ну, возможно, кроме некоторых стран. Но я туда не поеду. Ну, есть, да, конечно, биде, прежде всего. 100%. Да, это очень классная штука. Но если серьезно, то я не требовательный человек, потому что, ну, как-то так жизнь сложилась у Ты меня. мужчина еще, к тому же. Ну да, я мужичок, и я еще родился в не очень богатой семье, так скажем. Ну, и даже не среднего достатка. Я как-то исторически всегда привык к тому, что, ну, есть где поспать, это уже неплохо, так скажем. Есть где поставить комп, это вообще шедевр. Но у меня есть, да, райдер, я бы сказал так. То есть для меня важен из-за того, что я удаленно работаю, это
хороший интернет, ну, стабильный, возможно, не супер быстро. Вот, допустим, в Грузии не очень хорошо со скоростью, но в целом все работает стабильно. Вот, стабильный интернет, место, где можно поспать, удобно, комфортно. Опять же, из-за сидячей работы спина уже вся не самой первой свежести, так скажем, с какими-то протрузиями там и так далее. Ортопедический матрас. Да, ну это в идеале вообще. Вот опять же, да, достоинство иммиграции, ну либо нужно очень много денег, Да. чтобы снимать место там, либо просто покупать везде матрас, это ты не знаю, куда ни переезжаешь, везде матрас сразу же. Да, это классно. Вот когда я в Москве жил, у меня была классная кровать, классный матрас, и я, конечно, у меня слеза катится скупая, когда я про них вспоминаю. Ну, немножко. На самом деле нет, это шутка. А Ну я да. вспоминаю подушечку свою, удобненькую. Не, ну да, это классные вещи. Но вот есть, допустим, так скажем, климат, вот он важнее, чем матрас, честное слово. Вот у меня выработалось тоже уже понимание, что климат — это прямо такая база баз, и что, ну вот в Грузии люди, счастливые люди, живут там, я не знаю, вот я 27 лет я прожил в Иркутске, я не могу сказать, что вот я помню в такси иногда, ну, какие-то вот эти смолтоки возникают, и вот откуда-то я вот рассказываю Иркутск, там Сибирь, туда-сюда, зима, и меня сейчас спрашивают никто, сейчас спрашивают чуваки, типа, не хочешь, ну, там, не скучаешь, не хочешь вернуться? Я говорю, нет, просто никогда. Но это такая сомнительная вещь с точки зрения климата. Вот эта иркутская зима вот вся, которая там длится 6 месяцев, 7, 8, я не знаю. Какая-то половина из этого — это слякоть еще, грязь, еще это холод, ветер, кожа трескается, все отстой там. Ну, про волосы не могу сказать, у меня их нет. Но Удобно. да, да, это удобно. И для жары тоже. Но, блин, конечно, климат — это прям важнейшая штука. Я не поеду, ну, пока что, во всяком случае, точно бы не хотел. Ну, только если жизнь заставит. Это вот страны Центральной Европы, жить, там, не знаю, Нидерланды. Там отличные условия визовые всякие есть, там отличные стартап-условия. Но это климат очень сомнительный, так скажем. И, конечно, хочется его избежать. Германия тоже, опять же. Вот. Ну, получше, чем в Иркутске, но все равно, вот, конечно, когда солнце светит, когда деревья высокие, такие красивые, как вот в Ваке, там, проспект, который я все время гуляю, бегаю, но я прямо получаю удовольствие каждый день. Так что, пожалуй, вот климат, район, где находится, место, где ты живешь, очень важен. Ну и дальше внутри там мелочи всякие, типа интернета и так далее. Потому что, ну, тот же, опять же, район, я вот открыл в себе это, что очень важно. Я жалею, что я в Москве жил там не в центре, а экономил деньги, чтобы купить квартиру в ипотеку, но я ничего этого не сделал. И получается, я зря этим занимался всем. Но, Это опыт. ну да, и теперь я бы никогда, я лучше потрачу больше денег, но буду жить в том месте, где, типа, кайфово выходить на улицу, потому что если тебе не кайфово, ты не будешь выходить. Вот Да. я по себе знаю. Ты найдешь там... Я в Питере так зиму проводила. Я такая, я никуда не пойду. Ну да, ну да. Ну типа это меня, это же какой-то плохой майндсет. То есть ты не выходишь, потому что отстой, Да. а не потому что не хотел бы выйти, если бы там было хорошо. И вот лучше, чтобы было хорошо почаще в нашей жизни, раз уж она скоротечная такая вся. Это правда, я с тобой согласна. Но, как ни странно, я встречаю людей, прям вот у меня среди знакомых есть такие люди, которые каждую зиму вот в Тбилиси, ну как каждую, вот 2 зимы прошло здесь, и вот каждую зиму они говорят, типа, вот, что это за зима, вот в Сибири зима, так зима, или там еще. И Я я тоже такая, в смысле, тут отличная зима. Ну, Но я, например, с тобой согласна 100%, потому что
Я тоже, пожив в Грузии 2 года, я такая: ого, то есть можно радоваться жизни и с удовольствием куда-то идти 12 месяцев в году, а не 6. М. И мне даже не хочется это на что-то менять вообще. То есть возвращаться там в Питер, в Москву мне не хочется. Ну и в Сибирь, естественно, тоже. Хотя вот у меня тоже есть знакомые, которые прям из Иркутска, они скучают за Иркутском, и они туда вернулись, собственно. Вот, поэтому тут каждому свое, видимо. Ну, то есть реально люди говорят: ну а как же сибирская зима, вот мороз и солнце. Я такая: я зимой хочу в расстегнутом пальто, если Ну честно, да, ходить, это самый максимум. фантазеры. Ну, тут просто каждому свое. Мороз и солнце, день чудесный, да. Я, кстати, как-то общалась тут с девочкой, которая... Мы как раз где-то зимой встречались, и она сказала, что, блин, вот скучаю, вот в Питере там такая серость, это так типа атмосферно, а здесь солнце светит. Я такая: что? Ну, видишь, у Аэропорт всех, недалеко. да, у всех какие-то свои извращенные вкусы. Но у меня есть знакомые, которые просто не выходят из дома. И Ему вообще в целом пофиг, Да, да? да. Ну, их несколько таких. Но это вот такие матерые махровые айтишники. И когда они мне, допустим, могут что-то сказать по поводу того, что им где-то понравилось или не понравилось, я всегда такой, ну, знаешь, делить на ноль это называется. Типа, я говорю: чувак, ты же просто не выходишь из дома, какая Ну, видишь, разница? выходит иногда, раз где-то побывал. Ну, за пивом, может быть, да, типа того. Ну, Короче, критерий для жизни, чтобы пивной какой-то да, магазин был доставка, хороший. доставка алкоголя там онлайн, я не Вот, кстати, в знаю. Грузии это В Грузии хорошо, есть, да, да. хорошо развито, между прочим. Это, к слову, да, кстати, вот эти панчи всякие, многие уехи-понаехи, да, и так далее. Часто вот какие-то сервисы там, что-то. Я, если честно, не очень понимаю, про что люди говорят в среднем, потому что, ну, Вольт возит пивко и в 2 ночи, на самом деле. Ну, может быть, они имеют в виду что-то, что не возит Вольт. Ну, я, например, понимаю жалобы в том плане, ну, вот девочки, например, жалуются, что какую-то косметику сложно купить. Вот, и мне, например, тоже, ну, Мгм. пришлось озадачиться тем, что надо вот найти что-то откуда-то заказать, что-то мне там из России привозят или еще откуда-то. Но это все можно как бы просто настроить, подстроить и все. Но я тоже, если честно, не понимаю этих жалоб, что типа там что-то сервисов каких-то не хватает. Ну, не знаю. Ну, вот Валберес откроют и вообще заживем. Не дай бог. Не, ну, в общем, да, и там про банкинг тоже какие-то панчи. Я не понимаю, что люди там делают в этом банковском приложении каждый день столько, чтобы это было супер важно. То есть, мне кажется, то, что тебе на улице хорошо, комфортно и безопасно, это более важно, чем там, ну, какие-то другие моментики всякие такие. Вот. Ну, безопасность такой, конечно, момент. Ну, Относительно безопасно. все познать в сравнении, да, все верно. Так и есть. Да. То есть ну, мне везде вообще комфортно. Вот где я во всех странах был, я себя более как-то безопасно, комфортно ощущал, там, не знаю, ночами, везде, где угодно. Единственное, что, ну, вот как-то в злачном местечке в Бангкоке я прямо вот ощутил, что, ну, как будто какая-то невидимая сила, она проверяет меня на прочность, так скажем, и что надо сваливать вот оттуда. Ну, что не надо там дальше углубляться в это место и так далее. Ну, что вот какой-то движ пошел негативный такой. Ну, я просто ушел оттуда и все. Но это единственное место вот за 2 года, где я прям такое ощутил, что что-то происходит, вот, ну, такое сомнительное, так скажем. А так в целом... Ну, я был, правда, вот в странах-то азиатских всяких. И там, не знаю, в Сингапуре вообще, конечно, ну, там безопасно, ну, да. Но это глупо вообще про него говорить в этом контексте. Ну, ты видишь, ты еще мужчина. Ну Конечно, да, женщины себя несколько иначе ну да. ощущают, но в целом могу сказать, что я себя в Тбилиси нормально чувствую. То есть так, комфортно. Ну, по ночам я, конечно, все равно стараюсь сильно не разгуливать, Мгм. но Да и в нормально. нашем возрасте что там делать? Да, Это, в нашем возрасте уже в 10 спать надо. высыпаться надо, да, там, позже С лег утра на на рынок час, все, ехать. весь день дерьмо просто.
Это Всем правда. пишешь сразу на работе, я не выйду сегодня, там, не знаю. Ой, все, непродуктивный, помогите. Не в ресурсе. Не в ресурсе. Не, ну, кроме шуток, конечно, да. Уже начинают звоночки ощущаться, что режим дня — это важно. Если он нарушается, то отдача, она не как раньше, там, через пару-тройку дней тебя настигает, а сразу же, типа, ага, будешь тупым сегодня, значит. А возможно, и завтра тоже. Да-да-да. Головная боль тебе на 3 дня. Ну да, но это вот если, да, выпил вместо 2 банок пива 3, то все, чувак, это все, надо Да. болеть. Мы с тобой еще затронули тему про друзей, М. про отношения мало, но вот хотела у тебя спросить, что-то мы там говорили вскользь на тему того, что какие-то более мимолетные такие отношения с людьми складываются, и что, из-за номадства, типа, сложно выстраивать какие-то долгосрочные отношения. А вот если, например, у тебя партнер, с которым вы оба такие, типа, номады. Не, ну это супер кайф, но там, я уверен, есть свои тоже приколы, и я думаю, там сложно подобрать матч людей, которым вместе наматывать прикольно, потому что это супер сложно. Ну, то есть у тебя лишний стресс от переезда все время какой-то, да, и у тебя еще партнер, который тоже испытывает лишний стресс такой, и типа вы вдвоем вот стрессуете, и, возможно, будет срываться друг на друга, я не знаю. Но я не проверял. Я с удовольствием бы проверил. Ну, Девчонки, да. пишите. Ну, типа того, да. Ну, не, я бы с удовольствием. Мне кажется, я бы более даже решительно настроен. Я сейчас все равно стараюсь подбирать свои какие-то номадские позывы под людей, ну, чтобы типа там вместе где-то совпасть. То есть один редко куда-то выбираюсь, потому что все равно, ну, я старый пень уже, и в целом мне одному комфортно, и я люблю находиться, ну, одиноким человеком, так скажем. И поэтому, конечно, мне проще, чтобы вот мое номадское какое-то приключение, оно совпало с друзьями, чтобы опять с ними можно было какой-то контекст социальный иметь, там что-то вместе. Давай туда съездим, давай туда сходим, то посмотрим. А когда ты один, ты такой типа, да что, пивка на пляже попью? Да, вроде и нормально, я не знаю. Или типа, поиграй в дотку с ребятами, там, я не знаю, тоже норм. Вот. Поэтому было бы классно, конечно, попробовать. Я думаю, я бы даже в Южную Америку сразу поехал. У меня прям какая-то есть тоже старая мечта туда Родит сгонять. ребеночка. Ну, это уже довольно тема так-то. И в Мексике, и в Аргентине 2 года до паспорта таким макаром. Мгм. А это неплохо. Вот. Но в целом просто это, я думаю, очень классный экспириенс. Именно, ну, кто-то скажет, тупо, там, что ездишь, да, посмотрел на Google Maps, там, повозился, да и все. Ну, что-то в этом есть. Что-то в этом есть, конечно, в разных жизненных этапах свои запросы. Вот. Но мне кажется, в плане эмоций, сходить на какой-то там фестиваль мертвых, или как там оно называется в Мексике, там, где все в Мгм. скелетов-то красятся, и, ну, это очень круто. Да, всегда можно все. Я еще вот по себе, я люблю все обесценивать. Это у меня какая-то старая психологическая защита еще. Начитался всякого Ницше сраного, да, там. Вот. Я люблю все обесценивать, и я часто такой, ну, типа, тупо, что там, покрасился, херня какая-то. Тупо там, то тупо. Ну, так можно просто ничего не делать. Я не знаю. То есть все тупо. Тупо идти там, записывать подкаст просто так. Мы же не Ну, зарабатываем. это 100%. Да. Мы же не зарабатываем, ничего там, ничего не делаем. Но да, эта дорожка очень скользкая, потому что так можно, ну, просто не выйти из дома никогда и ничего не сделать, Ну да. потому что все тупо. То есть все можно свести к тому, что я зарабатываю деньги, нет, ну, не буду, значит, это делать. И просто делаешь Не, одно ну по зарабатывать одному. деньги тоже можно разными способами. Ну да, ну типа вот у тебя есть какой-то роут, у тебя уже ну, там нервные окончания развито по этому поводу. И ты такой, я вот это буду делать и зарабатывать, а пробовать что-то другое нафига. Но это вот Это типа, оскуфление да, я начинается буду так. делать только то, что вот имеет какой-то смысл великий, Да. а вот это все тупость я не Это буду все делать. тупость, да. Но при этом смысл, он очень локален. То есть смысл, типа, вот зарабатывать деньги там,
я не знаю, следить за здоровьем. Но в основном, кстати, вот почему мы хотели про скуфов поговорить, никак не получается туда отсвести все. От Почему? себя не убежишь От себя все-таки. не убежишь, да. Не, ну, я еще борюсь. Но в целом, вот скуфление начинается большое, конечно, когда ты... Ну, вот у тебя вопросы есть какие-то выживальческие, да, ты их закрываешь, и ты в каком-то находишься постоянном стрессе и больше по сторонам не смотришь. Но это вот проблема мигрантов многих, там они в каком-то локальном своем кругу находятся, не выходят из него. Допустим, они переехали с партнером, они общаются только с ним, они не заводят новых друзей, но это не всегда связано на самом деле с иммиграцией, люди так в целом живут. То Мгм. есть они замыкаются в какой-то социальной своей узкой нише, этой такой сообществе, и в нем только находятся, и там подтверждение своей значимости только через партнера получают, через одного. Типа, ты молодец, да, молодец, и ты молодец, и ты молодец. Это единственный человек им в жизни говорит. И в целом, ну, возникает ситуация, в которой новых источников каких-то подтверждающих, что они молодцы, нет. И при этом нет из-за этого новых хобби, потому что ты такой боишься начинать что-то новое, у тебя же нет валидации какой-то от твоего партнера, и такие другие люди, тебе страшно, что тебе скажут, что ты тупой. Ну, так бывает, кстати. Вот. Там, не знаю, пошел играть в футбол, оказалось, ты говно футболист. Там, не знаю, так бывает, это нормально. Или в доту зашел, а сказали, выйди. А там школьники, да, Да, не, которые... ну это ладно еще. Там просто твой коллега говорит, ну нет, чувак, давай без тебя поиграем. Шо? Так тоже бывает. И человек, он просто вот одно и то же начинает делать, просто то, что его на плаву держит, и все. Особенно, когда он находится в стране, чей язык он не знает. Кстати, вот еще такой тейк хочу сказать, что если человек куда-то приезжает именно надолго эмигрировать, то он обязан выучить язык этой страны, в которой он находится. Потому что, типа, это маразм, ну, какой-то Брайтон-Бич везде изображать, там, типа, вот, все, там у нас русская комьюнити, мы там 10 человек друг другу блины печем, и все. Ну, это чушь какая-то. То Это есть, что-то какой-то камень в мой огород. не, ну, тут еще, кстати, большой комьюнити, опять же, это все зависит от ситуации, они разные. То есть, типа, ты приезжаешь в какую-то там Испанию, я, опять же, знаю кучу просто уже примеров, ты Да. ничего не делаешь там. Просто у тебя каких-то 5 чуваков, ты с ними болтаешь, и все. Проходит время, а никого, не знаю, ты развелся, а как подружиться, непонятно. Во-первых, ты уже старый пень, да, заводить друзей, когда ты взрослый, тяжело. Действительно тяжело. Ну, типа, в детстве ты такой, о, будем дружить, здорово там. И ты такой, да пошел ты. Или, ну да, давай. Вот, все, вы подружились там. Или вы играете в что-то там и подружились. А, конечно, ну, обычно взрослые люди на работе там, вот, это мои дружочки. Но это примерно так же, как дружить со своими школьными друзьями. То есть в основном они тебе вообще нахрен не нужны, и ты им тоже. Потому что в школу всех засовывают просто всех подряд. То есть уже в ВУЗе, По территориальному да, признаку. уже в ВУЗе там хотя бы по интересам, да, то есть пошли там учиться программисты с программистами, вот, что вам интересно, там какие-то байты перекладывать, ну да, давай перекладывать вместе, типа, давай. Все, уже есть какой-то контекст. На работе, ну да, мы вот тоже перекладываем какие-то детальки, но в целом это не то же самое, как подружиться с человеком, с которым у тебя хобби одинаково там, или, ну, просто тебе с ним интересно разговаривать. Это сейчас вообще отступление в сторону максимально, но вот у меня, ну, короче, для меня вот важно мой язык любви, да, так скажем, выражаясь по-современному. Это если мне болтать вот комфортно с человеком, то значит, он мне нравится. Ну, типа, какой-то матч у нас вот есть, эмоциональный обмен там какой-то, все такое. То есть, если нравится болтать, все ништяк. А о любой херне вообще. То есть, это вообще не важно. Иногда же как, типа, хочется поболтать, а матча нет никакого, и тебе просто, ну типа, все, спать. Ну, сразу нет. Ну, типа того, это сразу нет. Вот. А к чему это вообще все? К тому, что когда ты скуф, переехавший в другую страну без друзей, не знающий язык, то, конечно, очень тяжело найти друзей. И надо заранее предугадать такой исход этих событий. И, во-первых, не остановиться скуфом, а сохранять какой-то интерес к жизни. Ну, под скуфом, конечно, я понимаю не то, что совсем имеется в виду под скуфом человек, который за собой не следит, там внешний вид, да, а просто человек, который перестал интересоваться жизнью, так это назовем.
То есть он никуда не ездит, ничего не смотрит, ничего не читает, ничего не обсуждает ни с кем, ничего не знакомится ни с кем. Ну, с друзьями в том числе, дело не в партнерах. Вот. И, конечно, когда ты такой человек, тебе будет тяжелее в эмиграции. Ну и в номадстве. Вообще смысла в номадстве особо нет, если ты любишь сидеть на диване с чипсиками. Ну, типа, ты Ну должен да. быть другим чуваком. Но Вот. мне кажется, это изначально какой-то образ мышления, Ну, типа наверное. того, да. Потому что реально просто есть люди, которые вот переезжают в другую страну, и, ну, я ни с кем не буду общаться, я буду сидеть дома, работать и все, иногда ходить в магазин. Мгм. А есть люди, у которых постоянно зуд в одном месте, что надо куда-то идти, надо что-то делать, надо с кем-то общаться. Ну вот я, например, такой человек. То есть мне постоянно что-то надо, мне постоянно все интересно, мне надо пообщаться с людьми, потому что мне интересно, а что там, как у кого. Вот, поэтому... Как у кого? Как у кого? С вас 5000. Палька-ляль. Оно еще и поет, да. Короче, мне кажется, просто есть люди скуфы, а есть не скуфы, и То есть все. это генетическое, типа. Ну, типа того. Да, ну Замерять потому череп что надо. мне кажется, Понятно. что просто реально есть люди, у которых есть такая потребность что-то делать, куда-то выходить, исследовать этот мир, да, исследовать себя, а кому-то это просто не надо. Вот все. Ну да, но мне кажется, видишь, то есть изначально все люди любознательные. Ну, у меня такой оптимистичный очень подход. Но с течением времени, ну вот как я сам соскуфился, так скажем, ты впадаешь в какой-то роут получения дешевого дофамина, например, это алкоголь или компьютерные игры, ну или там, не знаю, любимая женщина, ну она уже твоя, так скажем, да. И ты просто вот ничего другого тебе не надо. Ты человек простой, так скажем, да, ты вот все уперся вот в этот роут получения удовольствия и просто в нем вот находишься и вообще никуда не смотришь. И когда ты в него вот впадаешь, несмотря по сторонам, так скажем, то ты теряешь вкус к жизни, потому что у тебя, ну, одна цепочка в голове только срабатывает. И ты начинаешь просто вот одно по одному делать, и потихоньку у тебя вот эти все твои старые какие-то желания от жизни, там, желание что-то узнавать, мечтать, все стирается, потому что, ну, у тебя мозг, он всегда ищет оптимальные пути, да. Он нашел вот этот путь получения удовольствия, и он за него зацепился, и он тебе его впаривает вообще под любыми соусами. И ты уже не можешь никак соскочить, и ты становишься вот чуваком, который только одну штуку там с одним человеком общается, с одним человеком проводит время, там, играет с друзьями в одно и то же говно, там, 10 лет, и ничего ему не надо. Опять же, это неплохо, да, то есть это нормально, но это к чему Путь в вообще? никуда. Да, это путь в никуда, особенно если хочешь именно эмигрировать, потому что Я думаю, тебя... такие люди не сидят и не думают, что типа так, у меня все одно да потому, надо Ну, эмигрировать, как-то они... разбавить. Ну да, но вот они вот именно вот сейчас вот, многие из таких людей оказались в ситуации, в которой они эмигрировали все-таки под давлением внешних обстоятельств, так скажем. Ну вот. И они, конечно, столкнулись с тем, что все сложно. Потому что, типа, ну, в эмиграции вот такой паттерн жизни, он вообще не подходящий, потому что тебе нужно больше самостоятельности достичь, тебе нужно постоянно что-то суету какую-то наводить, и тебе нужно решать большее количество проблем, вопросов. Ну и быть более проактивным, так скажем, да. То есть, опять же, из достоинств иммиграции и там новаторства, любых каких-то серьезных уездов, да, а не all-inclusive поблевать на 10 дней, они, ну, позволяют поглубже на себя посмотреть, узнать, кто ты такой, собственно. Они все готовы столкнуться с Они этим. все готовы, да, они все. Вот некоторые разводятся из-за этого. Ну, кто-то женится, наоборот. Вот, иногда это довольно такая, ну, хорошее испытание, в общем, для прочности себя Да. и взаимоотношений с окружающими. Это крутая штука. Но мне кажется, что тут просто выживает сильнейший. Вот и все. То есть кто-то... Ауф. Да, ауф. Ну, то есть кто-то переехал и такой, бля, что-то как-то сильно сложно, вернусь-ка я Да и домой. ровы в 2 ночи там.
да-да-да, роллы дешевые, вот это вот все, и буду лучше там сидеть дальше себе спокойно. А для кого-то это, возможно, как раз стимул. То есть кто-то приехал, столкнулся вот с этой суровой реальностью, и его это, наоборот, закалило, и человек такой встрепенулся, а может быть, он вообще такой, так, а я вообще хочу чего-то большего в жизни. Ну, короче, мне кажется, это просто какой-то естественный ход событий. Ну да. Ну, то есть, опять же, под суровостью, когда какие-то такие вещи рассказывают, типа тяжело, конечно. Типа, о, Когда роллы когда дорогие. ты какой-то сраный там программист, суровость — это не то, что там... Ну, действительно, люди, которые, я вполне осознаю, Такие, о испытывают. май гад, Да, $1000 за да. квартиру. Ну, типа того, да. То есть суровые условия для многих людей гораздо более суровые. И опять же, дорогие подписчики, я не витаю в облаках, все понятно. Но просто возможность именно посмотреть на свою жизнь по-другому — это вот ценная штука, что иногда ты просто живешь по накатанной и думаешь, ну, ничего не меняешь, и думаешь, так и должно быть. А потом ты даже уехал, не знаю, на полгода в Юго-Восточную Азию, и ты такой, типа, ну, а что, прикольно так-то? А оказывается, там, не знаю, на байке даже... Я вот никогда не думал, что мне понравится на байке ездить. Я потому что, ну, такой Ты такой в цикловодитель. Иркутске, да, где бы ты Да, там на байке ездил? да, цикловодитель такой, типа, так скажем, всегда, как бы... А там садишься, выбора-то у тебя нет, там, потому что, ну, условно, на Пхукете у тебя, ну, без байка ты никуда не дойдешь. Вот. Там нет тротуаров, ничего там нету просто. И ты сел на него, едешь, и ты такой, о, это чувство свободы такое пьянящее. И ты потом встаешь в 5 утра, чтобы на какой-то мыс там поехать, чтобы на него посмотреть на рассвет. Вот расскажи это чуваку, который пьет пиво там, Ваньке, трехлетняя выдержка, он скажет, что и блан, типа, ну, И зачем он тебе? будет прав. И Ну, он в будет в прав. своей Ну картине да, мира. он будет прав, потому что тот Ванька, он вот хотел так вот. А этот Ванька нет, он так не хочет. Поэтому это, опять же, нормально. Ну, и это прикольно, что ну, грешно так говорить, такая возможность. Она и была. Да. Просто Ну, обстоятельства... что-то Да, подтолкнуло тебя. обстоятельства что-то Что-то. да, неизвестно что. Подтолкнуло к тому, чтобы вот как-то попробовать на жизнь по-другому взглянуть, поменять её там, не знаю, что вот, подкаст записать даже. Да. О чем мы говорили? Я все забыла. Да, Про скуфизацию, про скуфизация. то, что переезд в другую страну дает тебе возможность посмотреть на себя с другой стороны и, возможно, что-то новое попробовать. Ну, в принципе, любое стрессовое событие в жизни, мне кажется, дает тебе немножечко пинок под зад. Что? Ну, дай бог, чтобы оно было более-менее комфортным, да, и регулируемым, так скажем. Ну, да. Но мне кажется, знаешь, практически любой стресс, он именно в самой ситуации стресса, в любом случае ты это можешь выдержать. То есть ты потом уже оглядываешься и такой, пиздец, конечно. Не, ну да, конечно. Психика так устроена. Мгм. Ну, она еще, типа, Смазывает немножечко смазывает, да, то есть мы в воспоминания. основном все хорошо все равно вспоминаем, даже если начинаешь вот разматывать ситуацию, то говно, но ты воспоминаешь такие, ох, как хорошо это было, типа норм. Ну, не все. Я вот Но не все, да. некоторые периоды жизни вспоминаю, и я думаю, это пиздец. Я не знаю, как я это прожила, но как бы хорошо, что и на тот момент как бы казалось, да, все ок в целом. Ну, да, немножечко как-то пиздец, но в целом окей. Вот, поэтому... Сомнительно, но окей. Да, сомнительно. Ну, типа, одеваться-то некуда в целом. Ну да. Вот, поэтому, мне кажется, даже если кто-то переехал за последние 2 года по каким-то причинам и вдруг понял, что это слишком тяжело и невыносимо, то как бы... Ну, тут два путя у Ну любого да. человека. Ты либо становишься лучше и сильнее, идешь дальше, либо возвращаешься обратно. Ну и в этом тоже в целом ничего плохого нет. Не, ну да, у всех своя голова на плечах и свое понимание того, как жить дальше, типа... Ну, это я для камеры так говорю. Э, Это вопрос личной ответственности просто за себя. Ну, типа того, да. То есть еще, конечно, ну,
Тупо, что такие вот вещи, какие-то рассуждения, такие, да, вещи, Да-да-да, вода, да, тупо такие, такие вещи, как там вот какое-то лучшее понимание себя, оно, ну, из-за... через боль и слезы дается, да? Да еще так поздно. Ну, то есть, типа, то Ничто есть, не поздно, все приходит в твою жизнь вовремя. ну, Короче, вторая часть подкаста у нас чисто полный кринж. да не, ну это для этих, да, для рилсов. Все нарезать будет. И там, Ауф. знаешь, это вот драматичная Да, музыка. да, да, ауф. Ну, в общем, что я хотел сказать-то? Что поздно приходят Что, да, вот такие осознания. базовые вещи, которые про себя лучше бы знать вообще до поступления в университет вообще, они к тебе приходят так поздно, потому что ты наконец-то там вышел из своей какой-то скорлупы, да, посмотрел на себя там со стороны, с большей стороны, чем обычно. И такой, типа, не, оказывается, можно вот, ну, по-другому жить и кайфовать, и ништяк, так и надо. Ну, и меньше вообще паришься по поводу там, ну, каких-то мнений окружающих, там, не знаю, свое мнение становится самым важным. Вообще-то, если ты вот не обосрался в своих глазах, то и хорошо. И еще, да, вот, кстати, такой моментик, подписчики дорогие. Чем старше человек, тем больше ему лет, да. Первое. А второе, что, конечно, удовольствие от жизни, но, во всяком случае, если ты хотя бы как минимум сохраняешь свой уровень там достатка, так скажем, оно увеличивается с возрастом. Оно реально увеличивается с возрастом. То есть я себя лучше чувствую там в 35 почти лет, чем чувствовал себя в 25 лет. Хотя сейчас у меня там, не знаю, болит жопа, если сидишь, шея там уже заболела, не знаю. Ну, короче, много каких-то вот таких вещей непонятных происходит. Ну, как непонятных, все понятно. Но само удовольствие жизни, оно усиливается. То есть реально раньше я такой, ну, за рассвет, пора, чушь какая-то, похер вообще, пойду перенывать там, что надо денег больше там или еще что-то. А сейчас ты такой, ну да, хочу денег больше, конечно, но смотрите, какой жирный пес. Он же такой сладкий бубалех просто, типа. Ну, то есть ты прямо это чувствуешь. И мне кажется, это какое-то не изменение в стиле, ну, я работал над собой, и теперь мне нравятся жирные собаки. Да, не всем нравятся. Это скорее просто смена фокуса, то есть я больше в реальном мире нахожусь, чем В раньше. моменте. Да. Раньше я все время в каких-то там плавал фантазиях, что там вот уже какая-то ванна в Сингапуре, а она все еще не здесь, да, я все еще не в ней, там все еще не Ламборджини, езжу, но собака-то жирная, классная, вот она, типа. И мне кажется, это достижения возрастные. И реально с возрастом жизнь кайфовой становится. Ты такой, типа, кайф, типа, о. И тебя никто не может смутить, что там, ты что там, что-то сделал, ты говоришь, ну да, окей, да, там, потом поговорим по этому поводу. Насрать становится. Ну Вот. да, но мне кажется, это и возрастные, и в том числе иммиграция, ну и номадство в этом тоже помогают. Просто я по себе стала ощущать, что я за эти 2 года стала действительно гораздо больше ценить текущий момент и вот видеть больше именно положительного сейчас и получать от этого удовольствие, потому что я такая, ну, я не знаю, что будет через месяц, там, через Мгм. полгода, поэтому я буду наслаждаться тем, что есть сейчас. Вот, ну и да, с возрастом это тоже приходит. А это хороший майндсет на самом деле, потому что ты никогда не знаешь, когда что-то хорошее закончится. Это правда. Трагично еще иногда. Поэтому не знаю, к чему это вообще. Подписчики, да. Это просто Это, нарезка да, для рилсов. да. Подписчики там, да, не кончайте жизнь самоубийством. Дальше будет лучше. Ой, кстати, про суицид нельзя, по-моему, это выкладывать в интернет. Там что-то Ну могут. хорошо. Ну, Там где-то на это. можно, где-то нельзя. Да и вообще, ну да, это же диалог просто. Ну, в целом, я действительно так считаю, что в 20 лет какие-то вещи, они кажутся такие, о, все, как дальше Да, жить. да, 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 да. А Там в рассталась 25, с парнем и 30 такая, там. о, no. Да-да-да, в 30-35. Больше никогда у меня не Да, будет да. никого в Такой жизни. любви больше не будет, Да, да, там, это да. конец. Да, но у меня такая же тема. Ну, типа, парни ж так же ощущают, даже некоторые сильнее. Типа, что вот, да, боже мой. А в 30 лет ты такой, о, как чебупели, да, по акции там. Вот это, да.
Еще и доставка пива. Пиво заказал. Ну да, ну Жизнь да, хороша. да. То есть как-то снижается вот этот какой-то порог достижений, каких-то требований к самому себе, и это кайфово. И, Это конечно, правда. на это тоже влияет жизненный опыт обширный, когда ты где-то побывал, посмотрел, как люди живут по-разному, как все по-разному вообще в этом мире существуют и в целом живут мирно, так скажем. Ну вот, не все, да, но большая часть людей все-таки. И это кайфово, как-то ты такой, о, а чё норм там? Я не знаю, я даже не отрицаю того, что там когда-то поеду в какой-то серфинг-клуб и просто потом стану каким-то серфинг-тренером и буду жить в какой-то палатке там вообще похер. Серферам нужны, знаешь, длинные волосы. Ну, Ты не я подходишь, буду к лысым. сожалению. Я парик куплю. У меня будет крутой парик длинный такой. Ну, в общем, да, то есть такие вещи я вполне не отрицаю. То есть раньше я прям не-не-не, а теперь я такой, а чё, ну если вдруг там буду от этого кайфовать, то чё нет? Ну вот с байком у меня так и получилось. То есть я просто, ну, в Тае на Пхукете я просто садился на него вечером и ездил как дебил. Ну, в смысле, мне просто нравится на нем ездить. Вот и все. В этом нет никакого смысла. Я так мало вещей в жизни делал, в которых нет смысла, просто по кайфу. И вот одна из них — это вот эта штука. Ну, путешествия тоже там много кто скажет, а что там бабки переводить? Я вот лучше пойду там и поставлю люстру себе. Ну, это тоже прикольно. Но я просто вот другой человек, мне вот насрать. Я когда в гости прихожу к людям, я вообще не обращаю внимания, на что у них там дома. Я помню, у меня всегда, ну не всегда, но у меня были проблемы в жизни, когда приходишь к кому-то в гости, и там ты обрати внимание на наши занавески. Да мне вообще насрать, ну типа я вообще не понимаю, о чем речь. Какая-то вот у нас ванна там вымощена каким-то говном там. Ну, типа, камон, я пришел с людьми пообщаться. То есть вообще, хоть там какая-то полная халупа, но если в ней крыс нет, уже неплохо. Потому что крысы, конечно, это опасная штука. А Ну, так, это, наверное, кому как. То есть наверняка есть люди, которые приходят к другим в гости и такие, ого, у них там ну да, да, мебель да. Но классная, или это там какая-то... люстра какая-то крутая. Ну, то есть это просто, Ну, типа, есть, по есть, интересам конечно. себе Да-да-да, людей такая подбираешь. Но мещанская тема мне что-то не сильно близка. да, ну, я по себе могу сказать, что я всегда думаю, когда вот что-то сделать такое, типа, тоже бессмысленное, да, я всегда думаю, вот я в старости, типа, ну, я надеюсь, что я доживу до старости, в старости я буду сидеть, и что я буду вспоминать? Типа, вот я работала, вот я копила, не знаю, на ипотеку, допустим, или М. я что-то еще делала. Нет, скорее всего, я буду вспоминать. Я там поехала туда, мы с друзьями сделали какую-то хрень, вот мы с другом записали подкаст, и это типа прикольно было. Но вот какие-то такие вещи, типа откладывание денег или что-то еще, Да, я вряд ли. согласен, конечно, максимально это все просто единым пластом времени ощущается. Что это год, вот 6 лет, там, не знаю, коплений, как один год, на самом деле. То есть просто ничего не А происходит. потом ты просто в один момент это спускаешь, потому Да, что, ну, да, что-то типа случилось, например. невероятно, что Да, же это что-то может быть. невероятное. Самоцензура, лучшая цензура. Ну, ну да, то есть такие вещи, конечно, они позволяют взглянуть на свою жизнь по-другому. Ну, такие вещи, да, это и война, и в целом миграция, и номадство там и так далее. А, ну, типа, как это сказать... В общем, хорошо, что у нас была возможность в безопасности, так сказать, пощупать себя в условиях вот меняющихся. Типа, это ценно в итоге оказалось. Это более ценно, там, чем купить когда хату где-то там и типа в ней сидеть. Ну, оно кажется, возможно, для многих людей, что это совершенно не так, и я их тоже полностью поддерживаю. Но вот для меня внутри я никогда на самом деле... То есть у меня вот все фантомные желания там купить какую-то квартиру в Москве, условно, на которую я копил, это все просто обезьянство за Игоряном, вот, за моим товарищем. Типа вот у него такой какой-то там вайб, вот он так живет, надо так же. А потом, на самом, ну, внутреннего запроса у меня никогда не было вообще где-то жить вот в каком-то месте. Я вообще вполне, ну, думаю, что могу жить до самой там старости, смерти, снимая какие-то квартиры. Главное, чтобы доход был. Вот, а то, что там она твоя, не твоя, ну, в целом похер.
Ну и опять же, да, вот старость, она всегда будет отстой. То есть кто бы что ни говорил, классно, когда ты что-то можешь поделать, пока ты еще можешь это поделать. А там в 55, там 60 лет наконец-то начать жить. Не, ну это все ценно. То есть каждый счастливый момент времени текущности, он перевешивает всякое говно. Это 100%. Но если ты прямо сейчас уже знаешь, что может сделать тебя лучше, там, не знаю, пиво с дотой, чувак, пожалуйста, залетай в эту штуку. Но главное вот это осознать. Тут я сейчас возвращаюсь к суфизации немножко, да. Почему вообще, ну, люди очень часто даже просто не знают, ну, вот ты их спрашиваешь, что не так. Они говорят, не знаю, там, что хочешь, не знаю. Чем хочешь заняться там потом, не знаю. Что на выходных, не знаю. Ничего никто не знает. Почему никто ничего не знает? Потому что нет культуры рефлексии. Это какая-то вот такая чисто, ну, история для 3,5 коллег, людей, которые такие, типа, ну, я не знаю, вот я всегда люблю, ну, ты тоже, всегда любили Мы на этом и рефлексировать. спелись, в Ну да, общем-то. да, мы просто любим болтачить, рассуждать, там, и оверсинкать, да, вот это все. Просто что-то думать, И в болтать. этом Там. есть свои минусы, но В этом есть и очень, большие очень плюсы. много минусов, но плюсы, пожалуй, перевешивают. И, конечно, Минус — это подкаст, например. ну, минус это то, что, ну, подкаст, между прочим, это все-таки скорее плюс, потому что это мы собрались, сделали. То есть это все-таки какое-то деяние, которое произошло, и даже если оно не Даже никто понравится... не слился. Да, Удивительно. да, да, да. То есть, несмотря на то, что это непонятный лишний стресс, так скажем, ну, то есть он же нас не приведет к чему-то там, И достижению техник каким-то. тоже сидит, это все Да, слушает, да, и для да, него это это стресс. стресс тоже, да, мощнейший. Поэтому, ну и для нас тоже, то есть мы, типа, рассказываем какие-то такие вещи, хотя они обычно вот на кухне остаются. Я все равно каким-то там своим близким друзьям точно покажу, никто меня не И остановит. такой над душой смотри. Да, да. Не, ну 2 часа, конечно, не вы показываете. Это никто не будет даже мать бы не смотрела это, вот честное слово, 2 часа. Но моя, Но, кстати, может, и посмотрит. не, ну, с другой стороны, люди смотрят интервью, и я тоже. Дурова, ой, Дурова, Лебедева, у Дудя. И Дурова тоже. Ну там Ну, сколько, там час час, было? да, там, типа, ладно, еще можно потерпеть. Да-да-да. Ну, Но Лебедева, да, да, 3 3 часа. часа Я, кстати, не смотрят. смогла А я осилить. посмотрел. Ну, я тогда как раз отравился. Это была... У Это, тебя не было да, у выбора. меня не было особо выбора. Я в четверг был занят похудением, да. Я такой, о, качественный, Как раз к подкасту качественный скинуть контент. немножко. А тут и качественный контент еще там. Ну, и посмотрел, но это такое, конечно, не очень интересно. У Не нас то, что интереснее. наш Не, у подкаст. нас интереснее, 100%. Вот 100% у нас интереснее. Просто мы не такой медийной значимости люди, чтобы кто-то другой так подумал. Да, но в целом, то есть, Непризнанные да, гении. да, да, да. Да я, Сойдемся на этом. как у Дотки, да я бы их там размотал, Я наверное. просто отравился Да. немножко. Ну да, да, да. Ну типа, к чему? Да, ну подкаст, короче, да, это не следствие оверсинкинга, это прикольно, что это какое-то деяние во внешнем мире. Вот опять же, да, кстати, что отличает вот классную жизнь от неклассной, что у тебя в классной жизни постоянно что-то в ней происходит. Ну, то есть ты что-то делаешь. То есть у тебя не классная жизнь, это в основном, когда ты просто вот в голове у тебя постоянно что-то, да, вот ты постоянно что-то думаешь, у тебя постоянно какой-то там проект, который ты не делаешь, просто думаешь про него. У тебя постоянно там какие-то отношения, которых у тебя нет, но ты про них думаешь. Либо они у тебя есть, но не такие, какие тебе нравятся, и поэтому ты про них думаешь. Ты Короче, это на себя потому что примеряешь, потому что ты постоянно думаешь. Не ну, все люди не, ну да, да, такие. да, да, да. Я и говорю, что вот оверсинкинг, он плохой, когда у тебя вот дисбаланс идет между реальными делами и делами в голове. Вот у оверсинкеров, так скажем, он часто такой вот неправильный. Но, опять же, да, вот возможность попутешествовать, посмотреть, что происходит вообще с собой, она дала возможность понять, что да что, давай, там, сел и поехал, типа, и чё? Не так уж страшно. Или там подкаст записать, ну да, там, думаешь, что за дурость. Ну, в целом-то что, прикольно. Вот эта мысль не так уж страшно. У меня тоже за последние 2 года я поняла, что я стала гораздо смелее во многих каких-то даже, знаешь, простых бытовых делах.
Честно, ну, типа, стыдно признаться, но мне, например, доставляло всегда дискомфорт, когда я жила в России, просто позвонить куда-то, записаться. Ну, или там, не Same, знаю, same, да. забронировать столик. То есть для меня это всегда такой стресс лютый Мгм. был, я не знаю почему, но вот для меня это всегда был страх и ужас. А когда я переехала за границу, мне Выбора-то нет, пришлось, да, с этим да. столкнуться, но тут еще добавились сверху обстоятельства, что ты звонишь, и ты не знаешь, на каком языке сейчас у тебя будет диалог, на английском, на грузинском или на русском, и ты звонишь такой, ну, деваться-то мне некуда, сейчас придется по ходу дела разруливать. И ты делаешь это раз, два, три, и потом такой, так это же вообще не страшно. Ну да, вот ты проверил, что тебя это базовый страх человека, что тебя изгонят из стаи, да, вот из своего там этого племени. Это вот у нас очень древняя у людей вещь, и мы постоянно отвержения боимся, вот, и мы такие типа, о нет, там я сейчас неправильно скажу здравствуйте, и меня выгонят сразу же. А потом ты понял, Высмеют. да, да, и засмеют, там, не знаю, плюнут еще. А на самом деле этого не происходит, и ты такой живешь, тестишь себя, ничего не происходит такого. И ты типа, о, прикольно. Неужели? Мгм. Ну, у меня тоже, да, ты раньше, ну, вот это такой какой-то... У меня есть теория заговора по этому поводу, что вот все эти соцсети, инстачи там и так далее, они в итоге нас делают, ну, я это называю аутизм, это не совершенно, не совсем правильно, потому что аутизм это все-таки типа заболевание такое, да? Ну, или особенность психотипа, я точно не знаю, извините, подписчики. Вот. Но я это называю, да, вот аутизмом, когда ты боишься социального взаимодействия. Ну вот там нас к этому приучают приложения, приучают вот этот какой-то онлайн-формат жизни какой-то постоянно, что мы в личном общении участвуем. И звонок другому человеку, это там... А сейчас, да, там, о, что, может, еще видео отправить? Ну, короче, да, гораздо вот это снизился градус негатива. Я вот раньше аудиосообщения ненавидел. Я вот типа, о, нет. А сейчас, типа, я сам видеокружки записываю, я не знаю, типа, Ты мне не записываешь. ну, мы с тобой видимся, потому что вот чувакам, которых я не вижу, я такой, о, здорово, там, Ну как вот жить? уедешь в Таиланд, жду кружки. Ну, да, да, Не, ну, ну, кстати, у меня вот эта вот боязнь, ну, неприязнь к м. телефонным звонкам, она была очень задолго до появления интернета в моей жизни. Я не знаю, может, это какая-то особенность постсоветского У меня воспитания. появилась теория Давай. сейчас. Короче, я вот у нас, ну, я думаю, у всех семей на самом деле, да, когда не было сотовых телефонов, был какой-то же общий телефон, М. и, собственно, тогда-то этот детский страх и заложился в тебя. Я помню, я вот девушке признался, что она мне нравится, ну, в девушке, сколько там, 15 лет, 14, ну, школьником, да, я был. И там куда батя сидит, что-то там, мать, что-то не знаю. Ну, что за В херня? одной Ну, комнате, и ты типа тут... того, да, и ты такой там что-то пердишь в этот микрофон, и вот так вот, ты мне нравишься, типа. Ну, и с друзьями также, то есть ты не мог уединиться, ты постоянно, вот если болтать, то там и обязательно подойдет и им скажет, ты что заебал, типа там занимать линию А телефон, давай если быстрее. там, ну, потом более современные телефоны появились, там Да, можно вторую радио, трубку взять и да. сказать, харе тут. Харе болтать, да. Вот да, постоянно, то есть кто-то лез. То есть не было личного пространства, не было возможности уединиться в телефонном смысле. Из-за этого, мне кажется, сформировалось какое-то неприятие прям, ну, потому что кажется, что типа, там кто-то опять какой-то чел влезет в разговор, там Ну, что-то. короче, дискомфорт, да. Ну да, это просто именно базисный дискомфорт. Ну еще, конечно, ну типа, в чем минус телефонных разговоров, несогласованных, в том, что когда звонящий тебе обладает преимуществом. Он же тебя от чего-то отрывает, там, он там знает, что он хочет, а ты не знаешь, что от тебя хотят. Ну так, а тут ты же типа звонишь, например, Да, да, забронировать стол, ну, и ты да, при этом и ты при ссышь. этом еще и ссышь. Ну, то есть это максимально странная, да, тема какая-то. Ну, это вот, я думаю, это какая-то совокупность факторов, Да. связанная там и со страхом изгонения тебя и так далее. И, конечно, да, вот этот страх, на каком языке с тобой будут разговаривать. В Тае, ну, типа, у них еще акцент же очень такой, ну, азиатский, он, английский, он Мгм. такой своеобразный. И ты, типа, звонишь и думаешь, что происходит вообще, на каком языке тебе отвечают? Английский? Ты отвечаешь на английском, и там что-то происходит, и ты не можешь понять, ты неправильно что-то сказал, там, или он просто по-тайски тебе отвечает, там, что происходит. И, конечно, да, это всегда стресс, но
с течением времени ты забиваешь на это и такой, типа, так а что, забронировали или нет? Просто как дурак одно и то же повторяешь, пока тебе не скажут «да». И ты такой, ну все, хорошо, там, хорошего дня, там, удачи, все хорошо. Хорошего настроения. Ну, и это Ну, взросление еще может да, да, быть да, тоже, в том конечно. числе то, что ты уже такой, ну, допустим, подумают, что я дурак. Что Ну я и что? дурак. Ну я ж дурак, А а я я и ж сам дурак. это знаю, да. Ты принимаешь то, что ты дурак, да, и Ну, типа того, расслабляешься. да. Но не все, видишь, очень мало людей, которые так могут про себя говорить. На самом деле, очень часто люди блюдут какое-то слово не очень. Ты после четверга все не отошел еще. Блюдут тоже не очень слово. Ну, в общем, следят за Соблюдают. своим, да, лицом в общественном пространстве, типа держат его изо всех сил. Ну, чтобы не там показаться клоунами и так далее. Хотя в целом я, ну, про себя могу точно сказать, что, ну да, так и есть. И да, я клоун. Ну, типа того, да. Мне, наверное, танцы в этом помогают. Я такая, Да, да. я вот так, я кринж. И что вы мне сделаете? Да, вот, кстати, возвращаясь к скуфизации, что с ним можно сделать, и Ходить что... на танцы. Да, вот, ходите на танцы, это... Записывайтесь на тренировку. Да, если вы в Тбилиси, вот, можете к Юлиане записаться. Но в целом просто, да, какие-то такие социальные активити классные, это именно скорее танцы. Это какие-то, не знаю, книжные клубы литературные или там киноклубы, да. Или, я что-то не знаю, у меня вспомнил клуб любителей пощекотать очко, да. Ну, в общем, Это из да, ВКонтакте, да, вот эти клубы. да. Ну, это вообще из карты деньги 2 стола. Какие-то такие штуки, они вот лучше вам помогут интегрироваться всем во все сообщества, чем соло-алкоголизм дома, вот на трубке с телефонной с кем-то. Поэтому товарищи, которые все равно это постоянный процесс, люди постоянно эмигрируют, постоянно номадируют, там, я не знаю, а это постоянно Это в все нашем происходит. окружении. Ну, да, опять же, бытие определяет сознание и наоборот. У меня, да, действительно, в основном в кругу общения люди, ну, такие, так скажем, подвижные остались. Но есть и там образцы стабильности, это тоже правда. Но да, да, конечно. Ну, разные, в общем, есть, да. Действительно, главное, чтобы политические полюса совпадали, а так-то в целом жить можно. Это да. Что-то хотела сказать и забыла. Изначально ты Про какую-то танцы, мысль может быть, сказал? Так, про танцы. Сейчас я вспомню. что это хороший способ не стать скуфом. Нет, что-то еще ты сказал. И я что-то какую-то мысль держала, а потом она ушла. Ну Про ладно. телефон я говорил, про страхи, про Не-не-не, вот клоунство, держать лицо. образцы Неожиданно у нас для социализации, номадской в том числе, оказался Тиндер. Вот. В нем, как ни странно, ну, опять же, конечно, ко всему можно подойти негативно и обесценить. Например, там, она поела за мой счет там, или выпила кофе. Но если ты уже решил эту, короче, если для тебя это уже не является проблемой, у тебя есть, наверное, заработать как там, 100 есть лари, да? финансирование, есть Да. финансирование, да, есть, нет финансирования, есть мем, да? Вот. А если у тебя есть, то и ты готов вложиться в то, чтобы просто, ну, пообщаться с новым человеком без каких-то ожиданий, то это тоже классная очень штука. И мне в разных странах, ну, во многих, где я был, я старался ходить на свидания именно с местными, ну, людьми, которые просто живут в городе, не какие-то тоже такие же, как я, а просто которые живут. Вот. И это всегда прикольный опыт. Там, вот, я в Таиланде я сделал себе операцию на зрение, и вот я сходил там с медсестрой попить кофейка, которая мне, ну, помогала выйти из здания, потому что она такая: «О, вас никто не ждет, вы один», типа, чу-чу. Да, они очень миленькие. Вот. Посадил меня в тачку, потому что ничего не видишь после операции, там, как дурак. Что-то. Вот, и мы попили кофе, и было прикольно узнать, как она получила образование, почему там, что у нее какие-то планы на жизнь, дальше все такое. Из этого там не вылилось какого-то романтику, но в целом это все равно прикольно.
Ну, то есть, если не ограничивать себя желаниями там только с кем-то переспать с утра до вечера, везде только искать это. А если этого нету, то: "О нет, меня объели там, ой, боже мой, это Скинь ты, мне. да, давай бабки сюда". То есть, если ты так не ощущаешь себя, то это все равно прикольно. Ну, понятно, что если ты местный, то тебе это нахер и не надо. Возможно, ты тем более настроен на какие-то другие взаимоотношения. А если ты не местный, то наоборот, если у тебя есть живая потребность в том, чтобы что то узнать у кого-то там, ну вот через свидание, то это прикольно. Это Да. прикольно, и за это ничего никто не побьет тебя, и ничего с тобой не произойдет. И в целом, ну, это классно. То есть мне помогло. Я познакомился со многими людьми прикольными. И с некоторыми я просто до сих пор даже общаюсь, поддерживаю общение. Да, вообще согласна, Тиндер классная штука, но я его стала использовать еще задолго до иммиграции М, для поиска именно друзей. То есть я сначала нашла там мужа, потом такая, ну, Реклама наверное, Тиндера. да-да-да, ну, наверное, и подружек так-то тоже можно найти. Вот, и здесь я тоже познакомилась с несколькими девчонками благодаря Тиндеру. Вот, и мне, ну, вообще на самом деле много способов найти знакомых, то есть всякие чаты и всякие мероприятия и вообще где угодно. Но мне вот нравится, что в эмиграции как будто даже в каком-то смысле проще найти друзей, потому что люди К этому более все готовы, настроены. да, Потому да. что если ты в своем городе живешь, там уже у всех есть свои друзья, ты им нахер никуда не Ну да. уперся. А здесь люди тоже переехали и такие, блин, что-то как-то одиноко, поэтому все более настроены на общение. Ну да-да, прикольно действительно, что все решают одну и ту же проблему, то есть пытаются социализироваться, там, не чувствовать себя одиноко там и так далее. Ну, по большей части девушки. Вот Ну да, мне это, кажется, у мужчин как будто немножко сложнее этот процесс происходит. ну да, наверное, так и есть. Я тут не подскажу, потому что ну, у меня как-то не было никогда проблем с друзьями. Я легко схожусь с людьми, я в целом коммуникабельный человек. И, ну, мне нравится это прежде всего, да, то есть я не заставляю себя там, знаешь, о нет, мне опять придется с ним разговаривать, о боже мой, он на самом деле заебал меня. Не, у меня нет такого, я наоборот, о, кайфо, давно не болтали, типа, ништяк, здорово, сейчас поболтаем. Особенно, если пивко пьешь, то это прямо, ну, что, пойдем пивка попить? Пойдем попить. Всегда можно оказаться в контексте, в котором ты там с кем-то пьешь пивко. Опять же, ну, не восхваляю алкоголизм, подписчики. Просто так же ты Да. весь подкаст пить пивко, пить пивко. Не, это очень плохая штука, это очень плохая штука. Можно спиться. Вот. Собственно, я практически этим и занялся, но вот чуть-чуть удалось на плаву удержаться. Про это можно, это отдельно можно подкаст записать, на самом деле. Про алкоголизм? Да, мне очень много есть что про это рассказать. Ну так вот, так как это социально одобряемый способ стать потупее и менее требовательным, то это хорошая штука. Ты просто приходишь куда-то, вот, там, не знаю, коллеге написал, пошли, пойдем пить пиво. Пошли пить пиво. Или там, не знаю, сходил в качалку с чуваками, там, с какими-то, он тебя подстраховал, 300 баксов там, да, вот это все. Говоришь, ну что, пойдем там, катаболизм, попьем пивка. Но это нужно вот переступить вот этот момент, ощущение, что тебя выгонят из стаи опять. То есть на самом деле люди не хотят, чтобы ты там был изгнан. Никто не хочет тебя обижать. Ну, есть люди, которые хотят тебя обидеть, да, но обычно по ним все понятно. И обычно они представители того государства. Ха-ха-ха. Во все времена. Во все времена эта шутка, она универсальная на самом деле. Ну, то есть, типа, я не знаю, там вот в целом вот человек, вот, я не знаю, приходишь в какое-то место, там, купить что-то даже, да, вот человек хочет тебе что-то продать, он к тебе хорошо относится. На самом деле он не хочет, чтобы ты плохо относился. Приходишь записать подкаст, на самом деле все хорошо к тебе относятся, никто не хочет, чтобы ты там обосрался, не знаю. Все Да, настроены. в целом всем пофиг просто. Не-не-не, ну, понятно, понятно, но я имею в виду, все равно доброжелательное отношение есть. То есть оно скорее в плюсе, чем там, знаешь, именно какую-то подлянку сделать. А мы вот живем, ну, в смысле, мы, кто мы-то? Кто Кто мы? мы-то? Мы вот живем, ну, человеки, часто в ощущении того, что, ну, что-то плохое, вот, что-то вот заговор какой-то задумали, какое-то злодеяние, все там, не знаю, позвонят, скажут, что я тупой. Я вот
попытаюсь зарезервировать стол, мне скажут, что я дегенерат, и мне не нужно там резервировать стол, я пойду в жопу там, я не знаю. Вот, ну, какие-то такие мысли, когда звонишь, да, вот. Или там придешь куда-то к врачу, и скажешь, ну, ты, конечно, пиздец, типа, с таким только уже в морг. Вот. И ты так, короче, никуда не приходишь. Но это все неправда. То есть это все ложь. Надо вот себя просто на место ставить всегда другого человека. То есть я вот всю жизнь жил, я не знаю, я, конечно, просто добренький в целом, да, вот так получилось в жизни. Но вот если ко мне кто-то на улице подходил, ну, не там занять денег у меня или продать мне курс, я не знаю, и там не рассказать о Боге, то я обычно пытался что-то узнать, что человек хочет там. Ну, помочь ему как-то и так далее. А, Там, не знаю, в Москве там куда пройти. Я помню все разы, когда я посоветовал идти не туда, куда надо было. Мне стыдно за них, я помню их, правда. Чуваки, Да, простите. чуваки, простите, таких было 3 человека точно. Вот. С Но я, каждым может да, быть. но я всегда старался, чтобы я какую-то хорошую информацию давал. Короче, всегда старался помочь. И в целом так и Главное, есть. что ты внутренне хотел Да, помочь. да. И так в целом все есть. Ну, то есть и в любой другой стране люди также живут. То есть, Но, видишь, эта мысль сама по себе не поможет человеку, который, допустим, переживает там позвонить и что-то ну спросить. да, Это поможет просто только опыт. только, да, вот необходимость все-таки это сделать, так скажем. Да, Но я согласен, конечно. Вот эти все, типа, успокойся, все не работает. Это да. Это правда. просто надо делать. Ну, то есть я вообще с течением жизни поняла, что всегда будет страшно что-то делать, особенно когда ты это делаешь, например, Ну да. первый раз или в каком-то новом месте, или с какими-то новыми людьми. Но это просто надо делать. Тебе страшно будет всегда. Ну, ты просто делаешь, и все. И как бы Ну да, это правда. и либо ты не делаешь, но Смиряешься с тогда последствиями тогда да. какими-то. Может быть, не с Но какими. лучше сделать, чем не сделать. Ну, Ну, в большем количестве случаев. ну да, но если вы хотите пойти за добавкой пивка, то не надо идти. Ну, кто же вас остановит, чуваки, я знаю. Ну да, вот про страх согласен, конечно. Я, допустим, врачей боюсь. Ну, то есть я к ним хожу регулярно, потому что у меня, ну, не очень хорошая наследственность, так скажем, я про нее знаю и просто там слежу за какими-то вещами. Ну, или даже к зубному, вот, я не знаю, сначала я приходил на чистку зубов здесь все равно на очке. То есть, хотя это чистка зубов, типа, что может быть не так? Потом там, я не знаю, удалял зуб тоже, ну, типа, второй удалил уже, ну, а потом какие-то лечить корни уже, что там, все, сейчас Рутина. да, да. Ну да, то есть ты привыкаешь, и потом тебе кажется, что все ок. Иногда это неправда, но зачастую это так и есть. И надо вот, ну, так же, как и, ну, вот, небольшой ремарк про богатство, да, Так, как успех. разбогатеть, да, успешный успех. Ну, чтобы успешного успеха навалить, надо вот что-то пробовать всё время. Чем больше 100%. траев, тем больше шанс, что что-то получится. А если ничего не делаешь, то, ну, ничего не получится, правда. 100%. Я уже вот 10 лет там какую-то делаю игру, которую ни одну не сделал. Типа, Одну сделал. ну Я ее да, даже озвучивала. да. На минуточку. Не, на самом деле 4 получается. Там еще в прошлом году 3 маленьких было. Но я озвучивала Переходите это по только одну. ссылке, да, в описании. Вот. Не, 100%, да, надо пробовать. Ну, даже, знаешь, если биографии каких-то успешных людей изучаешь, там Опа. всегда про то, что человек там 100-500 раз сделал, и вот потом у него только что-то получилось. То есть редко, мне кажется, бывает такое, что чел пришел, один раз сделал, и все. И вот у него успешный успех, богатство и признание. Ну, оно бывает, когда ты уже был богатый. Ну да, но у нас такого, мы уже, Уже не получилось, да, уже не получилось. провалили родиться в Да, богатой родиться семье. богатым уже не получилось, да. Бесит, Поэтому конечно. приходится вот пробовать и ошибаться. Ну, типа того, да. Еще важно все время ощущать, что ты что-то делаешь для себя классное. Ну, опять же, вот танцы классная штука. Что ты вот занялась? Я не знаю, там... Кстати, да, вот можно обсудить. Да, еще... Блин, надо быстрее обсуждать. Так, по-быстрому, 2 минуты. Вот почему ты начала ими заниматься? То есть сейчас я вижу, что ты уже, во-первых, хорошо танцуешь, во-вторых, ты уже ведешь занятия,
в-третьих, там в студии СММом занимаешься. Ну, то есть у тебя уже и одно хобби, которое вот почему возникло, это вопрос, да, оно вот привело уже к тому, что ты много чего делаешь. Ну, вообще, если честно, мне кажется, моя история никого ничему не научит. Я просто на самом деле пошла на танцы, А мне потому просто что... интересно. А? А мне самому интересно. Я пошла на танцы, потому что мне хотелось стать немножко грациознее. Потому что я всегда с детства была какая-то очень неуклюжая, и вот мне хотелось добавить себе грации. Вот, я записалась на танцы, но это, кстати, интересная история в том, что я записалась на танцы, сходила, и мне не понравилось. И можно было на этом, в принципе, закончить, но я почему-то... Ну, вот у меня возникла цель такая, да, я себе поставила цель такая, нет, я должна сходить еще на танцы. Я пошла к другому преподавателю, позанималась. Мне тоже, ну, не мое. То есть я пробовала разные направления, пробовала разные студии, пробовала разных преподавателей, и мне не нравилось. Я примерно полгода так ходила по разным студиям, и это все типа ни к чему не приводило. И потом я случайно просто пошла в студию возле дома, вообще ни на что не рассчитывая, и мне понравилось. И, честно говоря, то есть есть люди, которые приходят, и у них есть какой-то бэкграунд, либо, знаешь, какое-то врожденное, там, я не знаю, чувство ритма, или врожденная какая-то пластика, да, там, грациозность. У меня ничего не было. То есть у меня все получалось максимально ужасно. Я не слушала музыку, у меня не получались движения, я не могла запомнить ничего. То есть это было вот максимально по-ублюдски. Все мои первые занятия, вот, наверное, первые там год точно. Вот, и я, честно, до сих пор не знаю, почему я не слилась тогда, потому что у меня, ну, часто было такое, что я выходила просто практически чуть ли не плача, потому что я видела, что у всех получается, а у меня нет. Я такая, да что со мной не так, почему? Ну вот все же повторяют движение, препод показывает, все повторяют, у всех получается, а я не могу почему-то. И это вот, ну, никак не объяснить. Вот, и я просто продолжала ходить, и вот к чему это привело. Но то, что я начала преподавать, это, конечно, отдельный вопрос, потому что, ну, вот в Тбилиси сложилась такая ситуация, что по моему направлению в целом не очень много людей. Вот, возможно, если бы я жила в Питере, этого бы не сложилось. Но мы не знаем и не узнаем. I guess we never know, да, или как там Да-да-да. это. Вот, такие дела. Ну, наверное, надо уже какой-то вывод. Ну, у нас А довольно что-то просто попиздели. свободный ж диалог очень, да. Сейчас пойдем хинкали поедим, Ну, можно, да, кстати. пивка попьем. Ну, это попозже уж. Да, не пейте пиво, пойдем пивка попьем. И такой, пойдем пивка. Да. Ну, это очень плохо, это очень плохо. Не, вот действительно, скатиться в бытовой алкоголизм проще простого, когда ты вот в каких-то стрессовых ситуациях для себя находишься, даже если они для любого другого человека могут показаться хероборы, но, опять же, если ты сам именно волнуешь, ты можешь волноваться и дестрессовать даже из-за каких-то банальных вещей, это абсолютно ок. Опять же, Да. но мне как-то не близка. Я раньше тяготел вот к этому, надо там преодолеть, то все, там что-то ебем, да, вот, как говорится, гифка. Но не, у всех действительно разные заебы совершенно психологические. И надо себя любить и знать, от чего тебе хорошо, от чего тебе плохо. И желательно избегать того, от чего тебе плохо, если это какие-то фундаментальные вещи, и делать чаще то, от чего тебе хорошо. Да, ну и не осуждать других, если они, например, из-за чего-то страдают, переживают, Ну а да. для тебя это кажется херней, потому что реально для всех очень разные ситуации могут быть триггером Мгм. по разным причинам. Ну, бытовой алкоголизм, да, то есть я слышала истории вот знакомых в Тбилиси, кто приехал и из-за стресса начал пить. Ну, ты-то всегда пил. Блин. А есть люди, которые как бы этим не страдали, но вот из-за того, что они приехали, вот навалился этот стресс, да, и там и новости, и одиночество, и какие-то проблемы, и люди начинают пить. Ну, Ну к да. счастью, кто-то с этим справляется, кто-то чуть хуже справляется, но да, есть такое. Но в целом все справляются, потому что не справившиеся возвращаются обратно. Да, ну, мне кажется, я
к этому отношусь философски, что это просто какой-то этап. И тоже не надо себя за это осуждать. То есть ты, например, там полгода сидел, бухал, ничего не делал. Ну, нет смысла из этого переживать, потому что тебе это нужно было для того, чтобы, я не знаю, как-то Да, посидеть, восстановиться, да, там, да, прийти в себя. есть истории знакомых людей, которых там отец условно, ну, у него первый бизнес там прогорел, и он сел играть в World of Warcraft, серьезно, год просто играл, и ничего не делал. Там жена работала. А потом он такой, ну все, я наигрался, да, и новый бизнес классно сделал, все норм. Да. Вот реально Не, практически ну, вот так. это, знаешь, тоже ошибка Не, выжившего. ну понятно, это понятно, да. Ну, то есть, видишь, у жены было доверие к нему, потому что он первый-то у него был классно, то есть он в целом там, ну, все нормально было, просто он прогорел в конечном итоге, и чувак из-за этого застрессовал и, типа, ну, вот начал гавить. Но, типа, прошло время, он такой, все, окей. И, ну, и, короче, исцелился, да, вот я не знаю. Но это, конечно, не всегда работает, особенно с веществами. То есть мало, на самом деле, примеров исцеления. Это еще про алкоголь мы говорим, а если про наркотики говорить, то там очень мало тоже людей, которые смогли соскочить. Но есть те, кто соскочил, конечно. Так что не надо начинать. Но лучше не начинать, да, действительно. Причем ничего из этого перечисленного. В World of Warcraft тоже не начинайте, да. Не, ну знаешь, кто-то, например, сладкое начинает есть. Ну Так да. вообще можно сказать, ничего не начинайте. Но это все зависимости все на самом деле как Ну бы да. одинаково возникают и развиваются, Ну наверное. это, да, это же тип личности, да, просто такой тяготеющий к зависимостям. Обычно это люди, ну, довольно талантливые, то есть какие-то страстная натура, у которой много энергии, и там, ну, движа, и он просто не умеет распоряжаться, и типа влазит в какое-то говно. И, ну, и все. И иногда не вылазит из него, но иногда вылазит. Просто, да, действительно, это такой тип личности, вот и все. А я думаю, опять же, тут, если издалека как-то на все на это философствовать еще на 5 часов, то можно подвести все к тому, что вот мы вот поделили тему подкаста, которая у нас максимально все, конечно, размазана на номадство против там иммиграции. Ничего про это не сказали, но извините. Ну, что-то сказали, ладно. Вот это разные люди, опять же, тяготеют к разным штукам. И мне кажется, и зависимость — это прямо вот как там атлас человека, да, вот можно брать. То есть если он зависимый, какой-то любитель, точнее, впасть в зависимости, то, наверное, он фанат каких-то эмоциональных качелей там в отношениях. Наверное, он еще и любит номадство. Наверное, он еще там... Ну, короче, это целый всегда букет каких-то вот таких историй, которые просто одним блоком... Ну, это теория вот текущая, только что возникла. Вот. Но мне кажется, что-то в этом есть, можно подумать просто. Что это реально просто такая В итоге самое важное — это здоровье. здоровье, да, и понимать себя в любом случае, и нести ответственность за свою жизнь, Быть взрослым человеком. да, быть взрослым человеком, и все. Вот и все. Вот и Такое резкое охуенный у нас включение конец. Юлианы для рилса завершения. Да, ну можно еще каких-нибудь пару фраз сказать. Как раз у нас 5 минут. Ауф, да, там, я не Да, знаю. да, да. Да не, ну было прикольно, на самом деле, посидеть, вот что. То есть если Спасибо, уже... коллега. Да, спасибо, коллега. Э, Ну, студия прикольная. Да. Фон прикольный. Будет интересно посмотреть на что там получилось. И мы сейчас посмотрим и такие, боже, Не, нет, ну, ничего страшного. Но мир опять же, никогда этого не увидит. опять же, смотри, видишь, какая штука. Мы же это оцениваем, исходя из того, что мы смотрим там каких-то подкастеров. Не знаю, Джо Рогана какого-нибудь смотрю. Ну да, но ведь он давно в этом. Ну, типа, он просто... Я думаю, если первый подкаст его найти, то там какая-то чушь Кринж. будет полная, да. Ну, как и всегда. Опять же, мы не очень подготовлены, мы что-то такие, О, давай сегодня это запишем. пообсуждаем. Да, там что-то тему, даже телефона в руке нет, просто что-то туда-сюда, болтаться. Ну да. Но это норм. То есть у нас же не было цели там снять какой-то коммерчески успешный подкаст, да, так скажем.
Была Да. цель просто То посидеть на подписчики, мы диване. вернемся с Да, более да. качественным Ну, контентом. возможно. На самом деле, хрен его знает. Вот, может, я сейчас покажу чувачка, он скажет, о, норм. Или скажет, ну, пиздец. Типа, чувак, я думал, ты талантливый подкаст. А ты чудовище. А ты такой, а я знаю. А я, ну да, опять же, потому что пофигу. Я сделал, что хотел. Да, Вначале все равно было волнительно, кстати. Ну, ну, конечно. а потом вот где-то вторая половина мне больше даже нравится, когда там что-то уже начинается. Хихи, Да, ха-ха. да, 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 да. Ну, свободнее себя чувствуешь. Ну, еще, конечно, я ощущаю, что я быстро говорю, надо медленнее. Но это не я. Ну, мне, наверное, структуры тоже не хватило. Все равно какая-то подготовка нужна. Ну да, 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 Ну ладно, конечно. ничего, подписчики, мы вернемся. Наши 3,5. Че, все? Ну да, в целом, да. Пока-пока. Пока-пока. Ой, кринж.